Всем привет! Сегодня мы будем делать бесконечное электропитание для камер Sony, которая имеет вот такую батарею Sony BX1. Эти батареи используются в камерах Sony RX1, в частности. Самая большая полнокадровая компактная камера у Sony. Sony Action камеры такой же батареей питаются. Вот такой же разъем у них. Ну и там есть другие камеры. Чтобы сделать блок питания, необходимо сделать корпус типа размера, как у родной батареи Sony, и вставить в него стабилизатор питания. Вот называется он Mini 360, проверенный, качественный, куплен на Алиэкспрессе. С помощью винта можно изменить напряжение на выходе до нужного нам значения. Нужное нам значение это 3,6 вольта. Можно чуть побольше. Ну и разъем питания будет использован. Это входной разъем. Выходной разъем будет установлен в корпусе планируемого прибора. Ну, начинаем моделировать его с помощью штангенциркуля, линейки и компьютера. В результате моделирования нарисован корпус, в котором находится вырез для стабилизатора, также для разъема, который будет питать. И все запроектировано для печати на 3D принтере с помощью PET пластика. Добавлены разъемы для контактов. То есть достаточно подать плюс и минус на два контакта, и эти два контакта будут питать любой фотоаппарат. Все, приступаем к печати. Уже почти половина напечаталась. Самое главное, чтобы при печати лег первый слой, но здесь все в порядке. Ну, только вот этот краешек немножко не прилип, но это не страшно, его поправил. Материал печати PETG, он более прочный, более легкий. Печать в один слой, поэтому минимальная должна быть масса у модели. Вот слева находится крышка, а справа, собственно, сам корпус. Ну вот корпус батареи напечатан, крышечку тоже напечатали. Вот тут заходит, аккуратно закрывается. А в отсеке будет находиться стабилизатор питания, регулируемый. То есть у него здесь регулятор стоит. Будет подаваться напряжение, в общем-то, любое до 25 вольт. На выходе должно быть ровно 3,6 вольта, что соответствует полностью заряженной батарее. Прежде чем начать пайку, нужно сначала настроить стабилизаторы, чтобы они выдавали нужное нам 3,6 вольта. Как это сделать? Подключаем питание на вход. Я батарею беру трехбаночную, там 12 вольт на входе. Подключаю. Подпаяна временно подпайка к входам. На выходах, соответственно, получается какое-то напряжение. Вот я сейчас тестер напряжения и пытаюсь настроить нужное значение напряжения. 3,6, там 3,8 много, 3,6 у него считается номинал, 3,6 вольта. 3,6, 3,7 вольта. Ну вот так где-то. Так, сейчас. Так, упс. После настройки необходимо не забыть зафиксировать напряжение на стоплате стабилизатора. Ну вот с помощью клея в данном случае. Контакты из никелевой пластинки сделаны. Сейчас попытаюсь их запаять. Никелевая пластинка хорошо паяется только с помощью кислоты. Потом ее надо будет не забыть смыть.
Плюс запаял. Паяю минус. И укладываю. Все, разъем уложен. В общем-то, вот два одинаковых блока питания почти получилось. Но на всякий случай надо проверить. Подключаю сейчас батарейку к разъему номер 1. И простейшим вольтметром измеряю выходное напряжение. 3,8. Ну, многовато, но сойдет. Так, завожу контакты в специальной площадке, напечатанные. И с помощью паяльника подплавляю пластик, чтобы контакты как бы зашли внутрь. Вот. Все. Готово. Чем склеивать PETG пластик? Конечно же, хлорметиленом. Капельку налить надо. Опс, это много даже. Так, ну склеиваем. Смазываю края. Крышечку и заклеиваю. Все, можно оставлять сохнуть. Ну вот, источники внешнего питания готовы. Можно включать их в камеру. Пришло время проверить батарейки в деле. Будем включать с их помощью камеру Sony RX1. Полнокадровую беззеркальную мыльницу. Включаем батарейку. Первое включение, волнуюсь. Главное не спалить камеру. Опс, включение провелось, все, камера работает. Видео снимается. Ну все, блок питания проверен, готов, работает, можно его запускать в небо. Но об этом в следующий раз. Давайте измерим вес. Оригинальная батарея Sony весит 25 грамм. Блок питания весит 7 грамм. Но экономия на лицо, она нам очень пригодится в летающих устройствах. То есть лишние 18 грамм, они вовсе не лишние.